Ниссанчик, родной, ты ждал нас? А в такую погодку, а? Посмотрите на эту красоту. Ниссан, дорогой. Здесь стоишь, тут мокренький. Сейчас мы присядем в эту уютную машинку. Что может быть важнее победы? Ничего кроме не имеет значения. Что может быть хуже поражения? Неожиданно слабая игра! Что случилось с нами? Мы не сдаемся. Только становимся злее. Что может быть важнее победы? Только одержимость победой. Suck well, hey, listen to me. Are you a G? You're selling damn bricks and just smoking your weed. If you're happy, got LSD. Drugs in your system are harming your teeth. Smoked out and believe I'm selling. Всем привет, друзья! На календаре 3 ноября у нас по-прежнему выходные дни, и мы решили продолжить исследовать город. Приехали в Inferno Online. Вы наверняка слышали это название. Говорят, что это самый большой компьютерный клуб, компьютерный центр в мире. И мы сейчас пройдем туда, нам проведут небольшую экскурсию, посмотрим, что там внутри. Пойдем. So, camera guys, Danya, Alexey, and another Alexey. Oh, big team. Yeah, big team. Anything, Can you show us around? Why was it beeping? I'm not sure. Рядом со мной Виктор, и он проведет нам экскурсию по Inferno Online. Можешь рассказать нам историю этого места, потому что я немного о нем знаю? История этого центра начинается в 2001 году. Прошло уже около 20 лет. Долгая история этого места началась с маленького интернет-кафе, в котором было около 50 компьютеров. И теперь это превратилось в большой и невероятный игровой центр. Сколько компьютеров сейчас здесь? Примерно 350 штук. Как ты увидишь немного позже, это большое помещение. Можно сказать, игровая площадка как для взрослых, так и для детей. Одна из наших сильных сторон — это тот факт, что это одно из немногих мест в мире, где 40-летний работник фондовой биржи может сразиться с 12-летним ребенком и повеселиться. И обычно ребенок побеждает, и это забавно. Какая игра сейчас самая популярная? КС? Я бы с удовольствием сказал «да», но Времена поменялись? КС явно в топе вместе с Фортнайтом и Лигой Легенд. Но, к счастью, благодаря мажору в Стокгольме, публика возвращается. У нас проходят турниры по КС практически каждый день с большим количеством людей. Это наша студия. Здесь мы проводим трансляции наших собственных турниров. У нас их всего 2. Что позволяет нам проводить собственные турниры. Кстати, говоря об истории клуба, еще до того, как в КС пришли большие призовые, многие турниры проводились здесь, и Inferno Online их организовывали. Возможно, это прозвучит немного пафосно, но Inferno Online действительно помогли образованию CSGO комьюнити во всем мире. Все начиналось тут, в Швеции. Сюда приходили новички на про-сцене в CSGO, CS 1.6. Они могли тут находить тиммейтов, да? Именно так, заявить о себе. Большое количество про-игроков начинали здесь. Например? GetRight, например, Хитон.
Потти еще с тех времен. Они все начинали здесь. Мы планируем делать больше турниров для новичков. Мы, конечно, не можем конкурировать с PGL и Valve в размере призовых. Но мы хотим что-то отдавать комьюнити и хотя бы предлагать привлекательные призовые начинающим про. Мы в это действительно верим. Это что-то, в чем действительно нуждается комьюнити. Не все ведь могут участвовать в больших турнирах, однако это не значит, что ты не можешь соревноваться вообще. Игрокам ведь нужно место, которое может им это предложить, так что это очень круто. Швеция однозначно обладает наибольшим наследием в КС, ну или хотя бы входит в топ стран в этом отношении. Так что большая честь вообще быть здесь. Сейчас мы находимся в G-арена от Logitech. Здесь у нас находится сцена, которую мы используем для своих турниров 5 на 5 с местом для болельщиков. Говоря о наследии, мы пришли к самой легендарной комнате в Inferno Online. Комната НИП, которую они использовали как свой буткемп и играли отсюда официалки. Они провели много важных матчей в этой комнате и неплохо справлялись, как вы видите по вывеске с их достижениями. Copenhagen Games, ESL Major Series 1, Faceit Cup. Много турниров аж до 2018-го, даже Blast тут есть. Люди могут брать в аренду эту комнату и испытать этот опыт игры на буткемпе. Мы, кстати, организовывали буткемп Фурии здесь, который сейчас играет в 1/4 мажора. Они тут тренировались 2 недели. Мы знаем все об их стратегии. Почему, на твой взгляд, люди до сих пор ходят в компьютерные клубы? Ведь почти все сейчас могут позволить себе иметь более-менее достойный компьютер дома. Мы действительно верим, что наше преимущество для клиентов — это не более высокое качество железа, а скорее социальный аспект. Мы приходим сюда провести время с друзьями, что-то выпить, перекусить. Мы попали на масштабную реконструкцию. Мы тут все перестраиваем для просмотра плей-офф стадии мажора. 325 дюймов HD экран. Ты только вдумайся, где будут транслировать все игры. И вы можете просто приходить сюда и смотреть мажор? Именно так. Также поиграть, взять напитки на баре, а тут у нас стримерская комната, и она пользуется популярностью. А тут у нас большие двери, которые ведут в студию. Ого, и правда большие двери. Мы, возможно, помешали встрече, но ничего страшного. Тут у нас находится современная студия, из которой мы делаем много трансляций и продакшена. Тут мы делали даже пресс-конференцию для политических партий. Для этого мы можем полностью переделать венью, чтобы картинка выглядела более формально. Мы делали концерты для Spotify, полит-пресс-конференции и так далее. Ну что, друзья, мы привезли в подарок ребятам из Inferno Online футболку Сашину, для того, чтобы она у них была как сувенир, они повесили ее на какую-нибудь стену почетную. В общем, они нас об этом попросили, мы с удовольствием это сделали. Небольшой подарок от нашей организации Джерси и Симпла. Оу, как неожиданно и приятно! Спасибо! Спасибо за такую прекрасную экскурсию. Надеюсь, вы еще приедете на выходных, чтобы увидеть, как у нас тут многолюдно и весело. Теперь вы обязаны болеть за Нави. Мы всегда за вас болеем, за редким исключением. Кроме игры против них, конечно же. Спасибо. Что самое крутое в Inferno Online? Классные компы. Круто, да. Тут проходят крутые турниры. Хочешь передать привет Симплу? Привет! Я большой фанат. Привет, ребят. Вы можете передать привет Симплу? А где он? О, Симпл, я большой фанат. Иди, уничтожь их. Да. Я русский, брат. Русский могу говорить. Хорош.
Ну что, мы немножко прикоснулись к истории киберспорта в Швеции. Отсюда все, в общем-то, начиналось. Огромное количество игроков отсюда начинали свой путь в CSGO. А мы двигаемся дальше. У нас сегодня в планах еще посетить офис NAP. Поехали! Two flights 3 times in a row. I'm not a saint, say no names, play no games, don't be ashamed. Me and young Dilly, we Такой уютный подъезд, будто бы у нас где-то. В общем-то, они сняли офис. Да, мы заходим в Ninjas и Pyjamas, вот как вы знаете, на этом замечательном стекле. Погнали, посмотрим, как у них там все. Our pride and joy. We need to change it, right? Yeah, sure. Refresh. Refresh. Exactly. Right? Then we have our young ninjas here. Hey guys. Navi. Nice to meet you. And that's about it. Small. See you soon in Kiev, by the way. Yeah. Ну что, друзья, у нас появилась возможность попасть в офис NAP, и мы, конечно, ею воспользовались. Нам уже провели небольшую экскурсию, поэтому я сейчас немножко повторю, что нам рассказали прекрасные сотрудники этой организации. Офис сам по себе небольшой, сейчас мы находимся в зоне, где, я так понимаю, они смотрят матчи, потому что там есть небольшие места для сидения, тут 2 большие плазмы и достаточно такое пространство, где люди могут потусоваться, поболеть за НИПов, за различные составы. Идем дальше. Попкорн. Нам нужен попкорн в офис, Лёха. Нам нужен попкорн в офис. Потому что у нас вон там будут наши сотрудники смотреть и болеть за Нави в плей-оффе. А попкорна у них нет. Пожалуйста. Вот так мы делаем апгрейд нашего офиса. Все, записали. Сегодня мы здесь на небольшом ивенте для партнеров, и нас сюда пригласили, и разрешили нам немножко поснимать, поэтому сзади вы увидите кейтеринг, напитки, небольшие закуски. Мы пройдем уже в офис. У нас есть стена из кубков, а у них кубки расставлены просто на таких пьедесталах посреди офиса в разных частях. Часть, слева небольшая переговорка, а справа open space, в котором сидят сотрудники этой славной организации. Дальше как еще? Дальше есть 2 комнаты. И они, на мой взгляд, самые интересные. А в этой комнате проходит буткэмп Young Ninjas, вы наверняка тоже о них слышали, и совсем скоро они будут бороться на лане вместе с нашими Na'Vi Junior, между прочим. Да, в общем-то, и все. Пока что у нас не предвидится встреча с НИПами в стадии плей-офф в ближайшее время, поэтому мы можем так немножко провести время вместе, по-дружески, но думаю, что на сервере, если мы вновь увидимся, будет мясо. Посмотрите, кого я поймала у нас в гостинице. Это Сеня. Все селебрити, весь цвет мирового CSGO сейчас, вот, понимаешь, стремится в Quality Globe Hotel. Привет, Сеня. Как твои дела? Дела супер, рад снова вернуться на лан, так сказать. Давненько не был я в кругу про игроков, в основном же комментирую, это студия, и там никого ты не увидишь. А тут ты живьем можешь увидеть, там, не знаю, настоящего девайса за игру. Потрогать их, посмотреть, что у них происходит, как они выглядят вживую, да, как рок-звезды. Ловлю себя часто на мысли, что поколения игроков уже поменялись, они меня не знают. А при этом я хожу по отелю, и так как я их на экране вижу там чуть ли не через день, то как будто они мои там близкие друзья. Но я себя как-то так останавливаю, типа, что не надо с ними здороваться, потому что мы как бы не знакомы на самом-то деле. Я на самом деле себя тоже на такой мысли ловила. Ну, вроде как с некоторыми знакома, а с некоторыми нет. И так какой-то неловкость, ты вроде как бы здороваешься. Ну, в общем, такая история. Расскажи мне, как тебе вообще, как тебе игры, которые мы видели, вот, допустим, в стадии легенд, мы видели несколько сюрпризов. Что думаешь по этому поводу? Прокомментируй. Слушай, ну, Na'Vi, например, натренировались настолько круто, что игры просто неинтересно смотреть. Согласна. Не, интересно, но знаешь, на такой мысли, да. То есть настолько, это не вина, конечно, Na'Vi, но все как-то вообще на уровне, на этом фоне блекнут. И с одной стороны, хотелось бы зарубы, но опять же зарубы, чтобы они победили, естественно. Попозже. И может быть, Vitality как раз-таки такой командой станут, которые дадут хороший бой. Ну, давай это с этого. Ты считаешь, что Vitality могут дать бой, несмотря на то, что у них такое было выступление в легендах, ну, и плюсы, и минусы? Слушай, мне кажется, что для многих команд, которые попали, да, вот в эту 8 или потом попадут в 4, с каждой игрой идет определенный буст. И, соответственно, Vitality, которые проигрывали 0-2, это уже не эти Vitality, которые там
потом и кровью сумели все-таки обыграть Энтропик, которые по-любому сейчас, как и Нави, там где-то тренируются, что-то обсуждают. И это просто очень опытные ребята, которые не один раз играли с Нави. И да, на бумаге, опять же, Нави фаворит, все как бы как и должно быть, но ты же понимаешь, КС игра такая, где-то что-то не пойдет, и все. Плюс И тут тут, бац-бац. тут всегда есть момент вот этого стадиона, который вообще никто не может проанализировать. Не было 2 года ничего подобного, и как вообще команда отреагирует на звуки вот этих, да, штук, которыми, палок этих. палок, да, которыми шведы будут по-любому заниматься, да, в рамках, Думаю, поддержка этого будет турнира. бешеная. Хорошо, что НИПы прошли, да? Мы хоть увидим, знаешь, шведскую толпу в своей полной боеготовности. Будут болеть за НИПов вообще. Будут ли шансы у других команд против них? Ну, кстати, НИП, вот помимо того, что шведская поддержка как команда сейчас мне не очень нравится, потому что я вообще говорю себе на стримах, что такой слабой топ-2 мира еще никогда не было. То есть Европа никогда не играла настолько, насколько играет команда NIP. Хотя, с одной стороны, выиграли РМР, с другой стороны, должны были тут проходить уже вот буквально после поражения у Нави, но дотянули до последнего. И вчера, если кто видел матч с Копенгаген Флеймс, ну, честно, Копенгаген Флеймс даже, наверное, больше заслуживали. Там буквально вот один раунд. Эти фотографии Копенгаген Флеймс после поражения, у меня сердечко просто разбилось. Это было ужасно. А что думаешь по нашим командам? ВП, Гамбит, в какой форме они? Думаю, что ВП команда, опять же, по аналогии вот там с Виталий, ты со всеми остальными, то есть команда, которая прошла этот этап, этот путь сложнейший, она по-любому с каждым разом будет играть все лучше и лучше. Вообще удивляет, они поменяли игрока перед турниром, приехали, как-то сплотились и оформили больше всех камбэков в рамках этого турнира. И то, как они вообще вчера потащили матч на Эншенте, который они постоянно проигрывали. И я просто представляю, насколько им приятно. Они постоянно работали над этим Эншентом, и так сложились звезды. Кстати, очень редко такое бывает, когда ты над чем-то работаешь, и именно в рамках этого турнира ты уже можешь пожинать плоды. Потому что часто команда к турниру готовится, проигрывает, и только через месяц, через 2 эта работа уже на каком-то другом турнире видна. И вот, собственно, у ВП получилось именно в рамках одного турнира улучшить Ancient настолько, что они обыграли очень сильную команду именно как для карты Ancient. Не увидела еще твой пике, честно говоря, мы снимали, не успела. Кого ты поставил на финал? Нави поставил на финал, С кем? хотя всегда у меня мысли, типа, ну может опять они сейчас вот это зафейлят, это сейчас вот опять, мы же уже не первый раз ставим этот пике. Но тут все-таки, уже нельзя другую команду поставить. Но реально Нави сейчас выглядят настолько сильно, что даже в самых лучших раскладах для каких-то команд это там 2-1, но в пользу Нави. А в финале они будут играть, вот сначала у меня были героики, но потом я все-таки подумал, что это G2, потому как как-то очень уверенно прошли групповой этап, не нервничают, команда опытная. И G2 обыграет всех в той части сетки. Ну, посмотрим, сбудется ли твой предикт. Спасибо тебе большое, что уделил на время. Удачи тебе с твоим YouTube-каналом, с твоими съемками. Тут увидимся с тобой уже на арене. Слева и справа от меня пацаны тренируются, они сейчас играют в Праге. И все, что происходит сейчас, к сожалению, мы не можем для вас снимать. Почему? Мы не знаем обязательно Андрея Блага. Какие моменты запрещено снимать, какие еще можно, там, позволительно. Но пока что, к сожалению, как бы не хотелось, такой для вас это снять. Мы не можем. Yes, you are right. Wanna feel you tonight. Дуже гарный трек. Через час продолжение. Андрюха, тогда хотелось тебя спросить, вот когда проходят такие дни, как сегодня, да? Я только что снимал подводку и говорил о том, что многие моменты снимать нельзя. Расскажи, какие именно моменты не приветствуются для тебя?
почему мы их не можем снимать, что в это время происходит, то есть вот реально то, что мы не снимаем. За что ты переживаешь? Когда мы обзываемся друг на друга. Нет, это понятно, это само собой. А когда идут праки, нельзя показывать, например, экраны. Почему? Потому что можно увидеть, с кем проходит Мы праки. тренируем вертиго, например, ты не знал этого. Ах ты хитрый. И сейчас на экранах не видно, что. Тут уже сам додумай, да? Слушай, хорошо. Если называют какие-то точки, инфа тоже не заходит? Или это можно? Можно. Ну вот сегодня только что был в левой руке Можно. нож. В левой руке вилка, в правой. Ой, в левой руке вилка, в правой нож. Что это значит? Можешь поделиться с нашими Позиция подписчиками? просто вилка на нюке. Вилка на нюке, это в левой руке вилка. На правой ноге я пошутил, такого нет. Я думал, реально, ты меня развел, получается. Слушай, я только что реально поверил Андрею, он только что давал инфу, говорит, в левой руке вилка, в правой нож. Я такой, Андрюх, что это значит? Он, короче, значит, вилка на нюке, окей. Что еще вот нежелательно показывать? Например, перед игрой. Ну просто поделись тем, что ты запрещаешь как тренер категорически показывать. геймплан, его могут потом вам читать могут. Твой по губам я понимаю, но неужели ты думаешь, так все жестко в киберспорте? Надо замыливать вам губы. Я хотел спросить, вот первый день, получается, тактику, которую ты раздал ребятам, ее на Твиче начали, там все скрины делать, смотреть. Многие тренеры так готовятся к матчам? Потому что я что-то у всех не видел таких Я конспектов. думаю, у многих чуть попроще в плане вариативности действий. Вот, но на листочках там нет как глобальной идеи, там есть как бы краткий момент, который игроки видят, вспоминают, что им нужно делать. Да, например. Если просто там взять этот листочек, человек, он может не все понять, поверхностно будет понимать, что происходит. Но профессионалы, увидев этот листочек... Потому что они же это уже проработали на соперниками, на Понятно. праках. То есть главное, чтобы не было утечки документов к про-организациям и про-командам. Да. Ну, отлично, тогда все понятно. Все, в принципе, ясно и Так, в принципе, понятно. наверное, у всех команд. Ну, наверное. Кто бы хотел утечку получить? А кто мажор выиграет? Мажор? Ты хочешь, чтобы я действительно сказал, как я думаю? Да. Ну, я думаю, что если вы поднажмете, то это дело времени. А ты что думаешь? Кто мажор выиграет? Да. Я же не отвечу, ты знаешь. Я знаю, ты не ответишь. Как, кстати, вчера приняли Вальва? Да. Все четко? Ну, я думаю, да, все нормально. Когда появятся стикеры? Сразу после мажора? Я думаю, да. Ну, вроде бы такая инфа была. Если что, это инсайдик для вас. Нет, это не инсайдик, там же это пишут в кейсе. Это мы это вырежем просто. Что хотел дальше спросить? Как ты думаешь, что будет дальше происходить на про-сцене? Начинаются самые интересные матчи. Вот завтра кого бы ты выделил? Вот у меня пикем стоит. Можете снять, сходить. Покажите пикем бита. Эксклюзив. Эксклюзивчик. Вот что ты думаешь. Слушай, вот я думаю точно так же. Ну, тут может по-разному, да, распределить. Вот я вот в этой не уверен. Ну, в Heroic VP тут вообще... Ну, Я бы ерунда. поставил... ты бы на кого поставил? Ну, я бы тему, знаешь, как различался. Я бы поставил Фурию. Вот. Сюда? Угу. Чисто на рандом. У них есть шанс выиграть. Так ты уже не можешь поставить, да? Могу. Или можешь? Могу. В 15 часов могу Мне читать. кажется, ВП тоже могут выиграть. Ты бы поставил Фурию? Ну, Не знаю, я бы ладно, поставил- Гамбит Фурия 50-50, ну как, чисто Я бы тут мое Heroic мнение. поставил. Понятно, что Гамбит сильнее как команда, но Фурия на сцене, у них есть опыт, а... Хорошо, ребята твои первый раз. предикшены это Фурия или Гамбит? Ну, я бы поставил на Фурию, если Ты бы на делал Фурию пикем, поставил, если да? делал пикем. Ну, как команда сильнее Гамбит. У меня тоже такое же мнение. Я думаю, что Фурия пройдет, но Гамбит, не знаю. Мне кажется, ВП выиграет. G2 я тоже уверен, и по поводу Heroic и Virtus.pro, наверное, тоже. Как ты думаешь, что выиграет, Фурия или Гамбит, Олег? Без понятия. Не ясно тут, да? А если брать G2 и Ниндзя? Гамбит сильнее, понятно. Ну, Фурия могут. Ну, за сцены. Фурия может поделить. Короче, Гамбит оставляем, Но да? Фурия тоже не было. Прикольно. А тут Ну, Heroic ну, или это Virtus.pro? единственное, я не кажется, знаю. ну, Ну, я оставил Heroic, пофиг. Не больше разницы. Выиграю или не выиграю. Вот честно говоря, я считаю, что вот из этих 8 команд каждая команда может выиграть, ну каждая. по-любому. Мажор. Конечно. Потому что
Удачи мажора. Промените пижаму, да? Вся команда промените пижаму. Шучу, многие просто говорят, что они переоценены, я их ставил фавориты тогда вроде бы. Но они играют на домашней земле. На домашней земле, это, кстати, да. Да, помню, как мы... То есть завтра за них будут топить жестко, 100%. да? Вы завтра идете в арену или будете тренироваться целый день? Тренироваться? Ну, по-любому будем тренироваться. Ну, я тогда зайдем? пойду поснимаю для вас что-то, принесу вам, покажу. Но все равно не Как получится же? эмоции. Да, конечно, ты что? Я уже жду не дождусь нашей игры. У нас просто очень много выходных, и вот часто вы спрашиваете о том, когда выйдут влоги. Но мы не можем ребят дергать каждый день и спрашивать их одно и то же. Например, вчера вечером мы уже общались, что они думают по поводу Виталия Цисбумычем, поговорили. А вот сегодня вечером практически ничего в мире КС не изменилось значимого. То есть эти матчи еще не начались, мы играем послезавтра. Поэтому моментами это бывает не так легко. Мы пойдем отдыхать, потому что нам завтра рано вставать. Ребятам пожелаем хорошего вечера. Все, кто смотрел влоги, подписывайтесь на наш канал. Если вы еще не подписались, но вы частенько заходите в поиски и пишите Na'Vi CSGO и ждете новый влог, то подпишитесь. Это вам облегчит жизнь. И нажимайте колокольчик, получайте уведомления и смотрите наши влоги. Мы собрались в комнате нашего эдитора Марка. Для чего? Для того, чтобы переозвучить для вас видео, которое мы записали в Inferno Online. Поверьте, это будет разрыв. Не знаю, надеюсь, это будет так же весело, как процесс съемки. Давай. Есть? Эта история центра начинается в 2001 году. Прошло уже около 20 лет. Он такой, он размеренно говорит. Да. Прикинь, прошло уже 20 лет. You know? Так это ты сейчас так говоришь. You know, блин? You know? Да. Fabrics. Details. Долгая история этого места начиналась с маленького интернет-кафе, в котором было около 50 компьютеров. Понял? Да, вот так будем идти. Прикольно. Вы скажите, когда запись начнет? Давай, начинай. Поехали. Одна из наших сильных сторон — это тот факт, что это одно из немногих мест в мире, где 40-летний работник фондовой биржи может сразиться с 12-летним ребенком и повеселиться. И обычно ребенок побеждает. И это забавно. Это забавно, да? Это забавно. Так, а ну нажимай паузу. Где он? А где он? А где символ? Окей. Виктор. Я русский, брат. О, вот это хорошо, мы сейчас его озвучим прекрасно. А где он? Симпл? Где он? Иди уничтожь их. Симпл. Нет, такое. Он такой, Симпл. А ну давай еще раз. Привет, ребят. Вы можете передать привет Симплу? А где он? А где Симпл? Все.